Великая депрессия 2 продолжается, товарищи. Как известно, Великая депрессия 1 вылилась когда-то во Вторую мировую войну. Она была выходом из той Великой депрессии. Она продолжала все 30-е годы, между прочим. Вот, и разрядилась в войну. Соответственно, Великая депрессия 2, которая развивается сейчас, тоже растянется на 10 или может рискует растянуться на долгие годы. И она тоже может вылиться в некую мировую войну. Конечно, учитывая специфику все-таки времени, поскольку сейчас не 30-е годы на дворе, вот, сейчас реалии несколько другие, это будет, возможно, это будет мировая война в форме вот таких больших региональных конфликтов. Вот. И Иран оказывается на самом деле вот в центре этих мировых событий. Сейчас депрессия развивается, сейчас вот события сходятся как челюсти. Собственно говоря, две челюсти движутся навстречу друг другу. Раздувается государственный долг стран G7, большой семерки, то есть Запада. То есть дефолт по государственным долгам – это вопрос времени только. И дефолт Соединенных Штатов тоже вполне вероятен. С другой стороны, все уже об этом первым сказал Гурриэль Рубини, вот, а сейчас об этом говорит уже Алан Гринспен, то, что Соединенные Штаты, экономика Соединенных Штатов войдет в период долгой стагнации, долгого застоя, как экономика Японии. Ну, соответственно, это страшная угроза для всей мировой экономики, на самом деле, потому что США крупнейший рынок, крупнейший источник мировой валюты. Вот эти челюсти сейчас сдвигаются. И еще один, третий кризис намечается, это кризис перехода на 6-й технологический уклад, а он неизбежен, потому что выйти из кризиса нужно переходить на этот уклад. А он будет сопровождаться очень тяжелыми социально-политическими потрясениями. Ну, действительно, технологии 6-го уклада оставляют одного-двух работников там, где сейчас 10 работают. И, соответственно, Соединенные Штаты не породили пока еще, они исчерпали, перебрали все модели развития, выхода из кризиса, они перебрали кейнсианские модели, они перепробовали новые 30-е годы, новые 40-е годы, ставка на дом, на недвижимость, автомобильная модель уже не работает, потребительская не работает, ставка на, собственно говоря, военный бюджет, наращивание оборонного заказа тоже не сработала, модели нет. То есть кризис будет развиваться. Что в этих условиях? Да, и еще один фактор. То, что мир идет к расширению ядерного клуба. Это безусловно. Сдержать этот процесс невозможно. В мире будет десятки новых ядерных стран. Эта обстановка складывается объективно. То, что было чудом в 1945 году, Манхэттенский проект, спустя, извините, 60 лет, вы простите, уже почти 70 лет, это уже обыденность. Ядерное оружие было чудом в 1945-м, сейчас оно становится обыденностью. Действительно так, остановить распространение нельзя. Дело в том, что накануне вот этого удара мирового кризиса, летом 2008 года в США вышел доклад команды Объединенных операций о будущем до 2025 года, где силы Объединенных операций США четко спрогнозировали, впереди нас ждет новая ядерная ракетная эра, когда будут десятки ракетно-ядерных государств, небольших, но тем не менее ракетно-ядерных сил впереди. То есть, с одной стороны, нужно отвлечь внимание, как-то переключить внимание всей мировой общественности от развивающейся системного кризиса капитализма, попытаться найти выход из этого кризиса через войну. И с другой стороны, надо как-то примерно наказать одного из будущих членов вот такого нового ядерного клуба. Вероятно, что американская элита, она уже в значительной мере и транснациональная элита, она, в общем-то, захочет разрядить обстановку этой войне и видит Иран как, в общем, такую страну, которая оказалась на пересечении множества таких интересов американских. То есть это тот самый Гордиев узел, рубанув который можно решить множество проблем. То есть не только вот эти две глобальные, о которых я говорил в начале, но и проблему, так сказать, собственно говоря, спора вокруг Каспия. Ты убираешь нынешнее руководство Ирана, дальше Каспий делится по центральной линии, нарезается его, так сказать, по секторам дном, дальше прокладываются, собственно говоря, трубопроводы через Каспий, ты подключаешь, соответственно, к снабжению Запада уже ресурсы газовые Туркмении, Казахстана, Узбекистана. То есть решается очень много проблем сразу. Совершенно точно американцы уходят из Ирака, и они, уничтожая Иран нынешний, они, в общем-то, избегают опасности того, что Иран просто придет на место, на разваленный Ирак, захватит разваленный Ирак. Здесь дело не в том, создают иранцы эту бомбу или не создают. Американцы и израильтяне убеждены, что создают, и там существует совершенно безумный, иррациональный страх. Страх вызван тем, с моей точки зрения, что Иран является независимой страной в полном смысле этого слова, суверенной. А Соединенные Штаты не умеют манипулировать им, не умеют влиять на него. И вместе с тем это значимая страна.
То есть, с одной стороны, есть атомная бомба Северной Кореи, которая, в общем, никого, кроме соседей, не интересует. Маленькая страна, слабая. С другой стороны, есть атомная бомба у Пакистана, который, несмотря на то, что берет у американцев помощь на стабильность в регионе, после этого сотрудничает на эту помощь с талибами, но, несмотря на это, он находится под очень серьезным влиянием, под очень серьезным манипулированием Соединенных Штатов Америки. У Ирана атомная бомба неприемлема не из-за религии, а именно из-за независимости. Вторая причина – это выборы, о которых здесь почему-то не сказали. Обаме нужно избираться, как всякий политик, он мечтает о втором сроке. Путь ко второму сроку лежит через промежуточные выборы в США, которые будут в ноябре. И без накачки патриотизма по этому поводу у Обамы шансов, и у демократов в целом нет шансов никаких. Я в связи с этим опасаюсь даже, что поводом для начала вторжения может стать теракт в Соединенных Штатах Америки с четко обозначенным иранским следом. Более четко обозначенным, чем был обозначен след Усамы бен Ладена в 11 сентября 2001 года. Значит, последствия будут, жесткие санкции США и Евросоюза, они, может быть, призваны спровоцировать иранцев, может быть, призваны удушить Иран. Потому что иранская нефтеперерабатывающая промышленность, она достаточно слабая. Без подпитки технологий она существовать не может. И те запретительные санкции, которые введены США и Евросоюзом, по сути дела запретительные, они обрекают нефтеперерабатывающую промышленность Ирана в среднесрочной перспективе на гибель. То есть страна останется без бензина, но уже сейчас бензин экспортируют из Китая. С другой стороны, мы хорошо помним, что исторически война с Японией началась ровно так. В начале 1941 года Соединенные Штаты Америки прекратили поставки бензина. Ну и, так сказать, у японцев был выбор пойти с протянутой рукой или нанести удар. Они выбрали второй. Значит, последствия достаточно скверные. Помимо того всего, что здесь было сказано. Первое. Вот я ставлю себя на место израильтян. Понятно, что для удара возмездия Израиль самый естественный, самый понятный, один из самых близких объектов. То есть израильтяне очень сильно боятся. Это страх, который толкает на агрессию. Поэтому Израиль будет участвовать в этой войне, будет стремиться, с моей точки зрения, нанести, я хотел бы ошибаться, нанести максимальный ущерб военной и в целом инфраструктуре Ирана. А это значит, что, скорее всего, они будут применять ядерное оружие. Это очень страшно для меня. Я надеюсь, что это удастся избежать. Я не очень понимаю, как. То есть мы получим первую ядерную войну, хотя и локально. Значит, и последнее, что я хотел сказать. Позиция американцы наверняка четко понимают, что ракетно-бомбовым ударом хирургически уничтожить иранскую атомную программу уже нельзя. Не тот уровень развития. Сейчас не 2006, не 2007 год. Значит, нужно максимально затормозить ее развитие. А для этого должны быть максимальные разрушения, должен быть максимальный ущерб. Страна, как говорилось официально в 1999 году по поводу Югославии, должна быть вбомблена в каменный век. А при такой политике, это уже будет не хирургический удар скальпелем, как у Израиля по Ливану, а это уже будет удар, направленный на дестабилизацию, дезорганизацию страны, погружение ее в хаос. Значит, задача России в этой ситуации, с моей точки зрения, задача минимум. Да? Задача даже той правящей тусовки, которую иногда у нас ошибочно называют элитой. Слово элита имеет определенное значение. Да, вот задача России как минимальная не стать соучастником этой агрессии. Ну, задача максимум не допустить свержения законного правительства, но для этого нужно обладать собственным суверенитетом и быть элитой, а не тусовкой. Поэтому эту задачу я просто не рассматриваю.